Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас с вами дизайн. Как я и говорила, на мизинце один усик улыбочки мы с вами будем дорисовывать, потому что я его спилякала. Почему я его спилякала? Потому что плохо выпилила язычок удлинения, оставила материал в усиках улыбочки, и поэтому у меня спилился дизайн и допилился до того материала, который я оставила. Но ничего страшного в этом нет, взяли красочку и дорисовали. На безымянном пальце я буду делать дизайн. Дизайн буду делать в технике литья пигментами, поэтому черной краской накладываю для себя ту зону, которую я буду затирать пигментом. Это будет такая себе стилизованная ветка, на которой я сделаю листики из пигмента, и потом сделаю еще цветочки при помощи лепки. В данном случае на самом деле дизайн элементарно простой, но требующий немного времени для его выполнения, потому что все вот эти вот элементы, это, к сожалению, не быстро и требуют довольно много слоев для того, чтобы выполнить то, что я хочу. Я хочу сделать это все максимально объемно. Поэтому ветку я сначала рисую в один слой гель-красочкой, затираю ее пигментом, добавляю ее листочки и потом еще слоем объемной краски прокладываю какие-то элементы, которые при затирании пигментом подчеркнут, то есть пигмент подчеркнет объем этих элементов, и у меня получится такое себе ковка, не ковка, чеканка, не чеканка, в общем, что-то довольно-таки интересное. Итак, вот о чем я вам говорила. То есть у нас получился такой себе металлизированный объемный жгут из втирки. Очень красиво, очень интересно смотрится. Заравнивать финишем его будет не нужно. Нам нужно будет немножечко покрыть топом для того, чтобы подчеркнуть объем. Ну и в качестве дополнения я добавляю листиков, но вот здесь была моя ошибка на самом деле. Листики добавлять было не нужно, потому что они с моей основной веткой в конечном итоге слились, и толку от них не было. Можно было оставить просто ветку, этого было бы достаточно. Но тем не менее, если мы добавляем листики, мы можем рассмотреть листики, кстати, как отдельный вариант дизайна, то есть листики можно сделать сами по себе без ветки и без цветочков, поэтому просто посмотрите, как эти листики выполняются, опять же, в этой послойной технике. То есть мы с вами нарисуем листики, затрем их пигментом, потом объемной красочкой дадим им кое-где объемные места, их опять же затрем пигментом, получим объемные листья.
Итак, все у нас слилось, теперь это все хочется разъединить. Поэтому я полупрозрачной черной краской наношу кое-где тени под веточку, для того, чтобы отчеркнуть отдельно ветку, отдельно листья. Листья я буду бликовать белым цветом, для того, чтобы опять же отчеркнуть их отдельно. Но проще всего было не делать листья. Поэтому этот дизайн, знаете, поучитесь на моих ошибках, надо вовремя останавливаться, то, чего я никогда не умею. Либо листья надо было изначально делать не золотой втиркой, а зеленой, то есть чтобы они прям ярко выделялись из всей этой мешанины. Но, тем не менее, забегая немножечко наперед, сразу же предупрежду, что я практически это все закрыла лепкой, все было очень красиво, листья тут нафиг нужны не были, а вот лепки было ровно столько, сколько надо. Итак, убрали спонжиком излишки пигмента, которые у нас были на ноготочке, перекрываем ноготок финишем. Не заравниваем поверхность, прокрываем тоненько. Мы делали объемы не для того, чтобы их потом выровнять, а для того, чтобы они остались на нашем ногте. Ну а теперь собираем цветочек из геля пластилина, разлепливаем на палетке у себя лепесточки и при помощи апельсиновой палочки просто собираем их в цветочек. Для того, чтобы цветочек лучше крепился к финишу, промазываем место под цветочком при помощи праймера. Это не потому, что праймер скрепляет финиш и гель-пластилин. Это просто для того, чтобы помочь прилепиться мокрым лепесточкам к поверхности скользкого топа. Ну а теперь быстренько, не задумываясь, собираем свой цветочек и получаем вот такую потрясающую объемную лепку. На самом деле эта лепка вот в таком вот чистом виде неносибельна. Ее нужно укреплять. Укреплять ее нужно при помощи финиша, опять же таки, но я этого делать не буду, потому что я же предупреждала, что долго я носить эти ногти не планирую. Я планирую перепилить им длину и переделать дизайн. По итогу саму лепку я относила, наверное, недели полторы, потом съела на рыбалке, потому что она меня бесила и цеплялась за леску удочки. То есть я еще дня 4 ходила без лепки, просто с листьями, и на этом мне было в принципе довольно-таки комфортно. Тонируем наши лепесточки при помощи гель-краски, разведенной стопом, и получаем объемные, красивые цветные цветы. Очень интересно, конечно, звучит, но, в общем, цветные красивые цветы у нас получились. Итак, вот такие ноготки у нас сегодня получились, но на этом не все. На большом пальчике будет совершенно другой дизайн.
Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно и полезно. Не забудьте подписаться на канал, скоро будет новое видео. Я же на сегодня прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!